Так, вяжем ручки серой нитью. Начнем вязание с пальчиков. Набираем 2 воздушные петли. 1, 2. Во вторую петлю от крючка провязываем 6 столбиков. Провязали 6 столбиков. И дальше вяжем второй, третий и четвертый ряд. Итого 3 ряда по 6 столбиков в каждом ряду. Провязали. Делаем соединительный столбик, воздушную петельку и обрезаем ниточку. Затянули. И таким способом мы вяжем 4 пальчика на одну ручку. Вот такие. Для 2 ручек получается 8 пальчиков. Сразу можно все заготовить. Так, соединяем наши пальчики в ладошку. Для начала нам понадобится 3 пальчика. 4-й мы будем вязывать попозже. Так, берем голубую нить. И крепим к пальчику. Начнем, например, так. У нас 3 пальчика. У нас будет средний пальчики, боковые. И вот в начале любой средний берем и вяжем за переднюю полупетлю. И крепим ниточку за переднюю полупетлю. Я сделала воздушную так, петельку, завязала, завяжу 2 раза, вот так, и опять в эту же петлю провязываю уже столбик. Один. Дальше за переднюю полупетлю я выбрала самое сложное, тут где у нас соединительный столбик идет. Второй и третий. 3 столбика за переднюю полупетлю. Это у нас средний палец. Теперь берем второй пальчик. Так же само за переднюю полупетлю провязываем по второму пальчику 1 столбик, прибавка, прибавка. Снова повторяем 1 столбик, прибавка, и еще раз 1 столбик, прибавка. Все, готово. Теперь снова вяжем по среднему пальчику, который у нас первый был. Так же само вяжем за переднюю полупетлю 3 столбика. 1, 2, 3. Получается на среднем пальчике
мы прибавки не делаем. Берем третий пальчик и также само по третьему вяжем 1 столбик, прибавка. Повторяем 3 раза. Один столбик, прибавка. Не забываем, вяжем только за переднюю полупетлю. 1 столбик, прибавка. Вот такой у нас первый ряд. Вот так получается. Замыкаем ряд. Но пока не вяжем, просто крючок вводим. Вот так. Дальше нет, не замыкаем. Так, дальше у нас идет второй ряд, и мы его вяжем за задние полупетли. Вот так. 1, 2. Только за задние. Нам надо развернуть детальку. Так провязываем 24 столбика. Так вот, провязали второй ряд за задние полупетли. Вот так у нас получается. Ставлю маркер. Вяжем третий ряд за обе полупетли. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Берем пальчик и будем вязывать пальчик. Изнутри вставляем крючок наружу и вяжем по пальчику и ладони 3 столбика. 1, 2 и 3. Вот так. Дальше вяжем только по ладони 17 столбиков. До конца ряда вяжем. Так, вяжем 4-й ряд. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И дальше только по пальцу вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь провязываем убавку по ладошке. Убавка 10 столбиков. Десять. Убавка. И 3 столбика. Так, дальше вяжем 5-й ряд. Провязываем убавка. Четыре столбика. 1, 2, 3,
4, убавка. И дальше 5 столбиков, убавка. Провязываем 2 раза. 3, 4, 5, убавка. И еще раз вяжем 5 столбиков, убавка. 6-й ряд. В 6-м ряду провязываем 4 столбика, убавка. Повторяем так 3 раза. 2, 3, 4, убавка. И еще повторяем 2 раза. В ряду должно получиться 15 столбиков. Перед тем, как будем вязать 7-й ряд, мы вставим каркас от кончика петельки, да, не считая самой петельки, от одного конца до другого у меня 13 сантиметров. Вот так вставляем и набиваем, чтобы закрепить каркас. Набиваем поплотнее. Каркас вставили, немножко набили, потом еще донабьем. Вяжем 7-й ряд. В 7-м ряду провязываем 3 столбика, убавка. И повторяем так 3 раза. 3 столбика, убавка. В ряду должно получиться 12 столбиков. Так, я детальку еще поплотнее набила. Вот такой кругляш. Дальше вяжем 8-й ряд. В 8-м ряду мы вяжем за заднюю полупетлю 6 убавок. Одна, 2. Я просто пропускаю столбик. Так, не довязывая последнюю убавку, вот у меня петельки на крючке, еще как бы так, да, надо сделать. Мы меняем пряжу, цвет пряжи. Дальше будем вязать серым. Голубую пряжу обрезаем. И заканчиваем последний столбик. Все, смена цвета есть. И дальше мы вяжем с 9-го ряда по 18-й ряд 6 столбиков в ряду. Получается, мы вяжем 10 рядов без изменений. По 6 столбиков в ряду. Так, вот мы провязали 10 рядов. И мне нужно выровнять ряд, чтобы он здесь по боку шел. Поэтому я провяжу 1 столбик. И еще 1. И этот последний, я на нем меняю нить на голубой цвет. Так, поменяли, серую обрезали и закончили столбик. Я поставлю маркер. Это у нас будет 19 ряд. И в 19 ряду мы вяжем 6 прибавок. Провязали 19 ряд. Теперь у нас в ряду 12 столбиков. И сейчас мы с вами будем этот каркас выводить сюда. Смотрим, да, вот у нас ладошка. Это лицевая сторона, это как бы изнаночная. И вот здесь посерединке должен выйти каркас. И смотрим. Но мне
мне надо провязать 2 столбика. Если у вас по-другому, откорректируйте. Так, я вяжу 2 столбика, воздушную петлю, закидываю сюда за каркас. Теперь здесь каркас я загибаю. Здесь 1 столбик пропускаем и вяжем в следующий. Вот так. Так, это у нас получается 2, которые пропустили 4, и этот 5. И еще у нас 7 столбиков провязываем до конца ряда. В ряду у нас без изменений таки остается 12 столбиков. Эту воздушную петельку мы считаем как столбик, а не убавка. Вот так. Все, провязали 20 ряд. В 21 ряду мы так же само вяжем без изменений. 12 столбиков по кругу. Так, провязали 21 ряд. В 22 ряду мы вяжем убавки и полностью закрываем отверстие. Я провяжу сейчас 3 убавки. И набью детальку. Так, я там набила деталь. Такой шарик получается, горошинка. И дальше еще провяжу 4 убавки. И соединительный столбик. Ниточку закрепляем, обрезаем. И вот такая правая рука у нас получается. Как вязывать пальчик для левой руки и выводить каркас. Смотрим дальше. Да, оставляем ниточку, чтобы стянуть это отверстие, которое у нас получилось. И еще здесь для пришивания, чтобы не было видно каркас. Вот примерно такой длинный кончик. Так, для левой руки мы вяжем все так же само, собираем пальчики и провязываем 1-2 ряд голубым. 3-й ряд уже будет с изменениями. В 3-м ряду мы провязываем 19 столбиков. Берем пальчик, вставляем крючок внутрь, наружу и соединяем с ладошкой. 1 столбик, 2 и 3. Вот. Для левой ручки пальчик почти ввязан. Дальше только по ладошке провязываем 2 столбика. 1, 2. 3-й ряд готов. Вяжем 4-й ряд. В 4-м ряду провязываем 6 столбиков. 3, 4,
5, 6, убавка. Теперь 9 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, убавка. И 3 столбика только по пальчику. 1, 2, 3. И 2 столбика по ладошке. Вот и все. Вот так мы ввязываем пальчик для левой руки. Дальше все вяжем, как и для правой, без изменений. А еще маленькое пояснение, да? Как мы здесь выводим. Вот. У меня правая рука и левая. В правой все уже знаете, как вывести, а в левой, получается, цвет нити меняем так, чтобы его не было видно с наружной стороны, чтобы все более-менее пряталось. Поэтому у меня получается в левой руке я вначале провязала 10 столбиков во втором ряду в голубом. Провязала 10 столбиков, потом воздушная петля, 1 столбик пропустила и 1 столбик. Вот так я вывела. Но у нас у всех плотность вязания разная, поэтому у всех начало ряда съезжает у кого-то быстрее в правую сторону, у кого-то медленнее, поэтому может быть вот так все перекручено. Поэтому мы выравниваем, провязываем столбики смещения, чтобы каркас был более-менее по центру тыльной стороны руки по ладошке. Ну так ничего сложного нет. Я думаю, у вас все получится. Вы совсем справитесь. Вот такие ручки у вас получатся.